Мишаня. Фигня ваши эти бомбары. Мишань! Замерз, как собака. Гроза прям над нами. Вся мокрая. Ну что, день 10. Я стою возле Дорошколя. До него 2,7 где-то километра. Андрей ушел. А по плану у меня был Кульдора Восточный, но там ледник, у меня кошки ни о чем. Я переиграл. Пойду вот здесь, на Кульдору Западный и на перевал Сухоруков. Погода меняется конкретно, стелишься облака. Мне это не нравится. Выхожу 11:30, поздновато, не спорю. Но с моим темпом, я думаю, справлюсь. Вчера Йовда Западный мы прошли. Очень даже хорошо. Несмотря на то, что я провозился на снежнике. Можно было перейти повыше, просто там я тупанул, признаю. Ну, опыт. За опыт всегда надо платить временем, либо чем-то другим. Сами знаете. Двигаем. Итак, моя задача сейчас перейти реку. За этим холмом еще одна река. И вот туда прям потом подняться. Я вот смотрю, где мне перейти. Либо вот здесь попробовать, либо вон там. Сейчас будем импровизировать. Напор воды хороший. Так, я камеру сейчас выключу, неудобно идти. На берегу встретимся. Одну реку перешел. Я так понимаю, вот за этим холмом еще одна река. Сейчас посмотрим. Нашел еще вариант укрытия интересный. Тоже место ничего так. Ну и ручеек здесь рядом. От жажды точно не помрешь. И виды живописные. Просыпаешься и кайф ловишь от красот. А нам вон туда. О, блин, вламывать сегодня 700 метров набор высоты практически. Впереди у нас только дикие тропки. Либо вообще троп нет. Ой, как я люблю березку. Карлику, вы не представляете. Ну, хоть какие-то тропки дикие. Звериные. Так, это мне надо. О, сурки меня спалили. Это мне вон туда надо. Ну вот, как я и говорил, речка у нас. Ну и может быть легко перейти. Единственное, надо будет, наверное, дальше пройти, чтобы траверсом подняться сюда. Уже вот по этому косогору, по траве я убьюсь. На переходе в речку ботинки лучше ставить максимально меньше, чтобы сопротивление было. Вот так вот. И тебе ботинок меньше заливается, да, если большая глубина. И не так кренит, не сносит с ног. Удобно так. Интересный силуэт. Как будто смотрит туда в бесконечность. На ледник, в сторону Йовда. Камушки такие удобные по росту для себя. Подходишь, рюкзак ставишь, и вот так вот удобно сидеть. Плечи отдыхают, но при этом ты рюкзак не снимаешь. Удобно. Звериное укрытие, то ли леса, то ли волки, не знаю. Вот я примерно дошел до середины седловины, где-то за час 10. Да, вон туда. Тяжко будет, подъем такой себе скалистый, блин. Но хоть ледника нету. Нет, радует. Здесь достаточно зыбко.
Я оставляю первый шаг человека, как там говорят, но большой шаг для человечества. Не провалиться бы. Либо кабан, либо Мишаня копал. В той стороне озеро Ашколь. Вертолеты тут летают, понимаешь? Вот он, собственно, Кульдора западный. Ну, не знаю, по нему поднимусь, нет. Тут вроде как правее есть более плавный подъем. Сейчас рюкзак скину, посмотрю, оценю обстановку, потом пойду с рюкзаком уже. Собственно, вот оно, озеро Ашколь. Тут у нас ледник, горы, Восточная Кульдора. Вариант перехода не через Кульдору, а здесь. Вот смотрю. В принципе, если боком пройти по сыпухе, блин, потом забраться кое-как и левее, и право. Реально. Тяжко, но реально. Либо здесь тоже боком. И вот так вот зигзагом подняться туда. Непростой путь. В общем, я решил, здесь вот поднимаемся траверсом, оп, а потом туда вглубь уходим, ну и снова поднимаемся и зигзагом туда. 13:46 стартую на подъем. Надеюсь, не так страшен зверь, как кажется. На первую ступень зашел. Вот она. Осталось совсем чуть-чуть. Где-то 1/4 прошел. Я хотел направо пойти, а потом вдоль обрыва вот это. Но думаю, лучше вот так прямо. Потом чуть правее, влево и вот так. Там покрупнее камушки, поменьше цепухи. Надеюсь, так получится. Придется таки по снежнику идти. Немножко. Опять, блин, снежник. Розоватый снежник. Рискну, наверное, пойду по нему аж до туда. Вот так будет, если с края наступать. Да уж. Так он там местами подтаявший. Провалиться можно нехило так. Надо обходить по краю. О, сижу, отдыхаю. Я смог залезть по этому снежнику. Сам не верю в себе. Честно сказать, очково. У меня не так много опыта восхождения по снежникам. Всегда риск провалиться. Тем более в одного ходить. Ну такое. Осталось немного. Подняться там. И все. Я думаю, еще полчасика-часик я поднимусь. Прям стена передо мной. Темп неплохой, не тороплюсь. Правда, погода портится. Успеть бы перевалить до дождя. Ощутимо холоднее стало. Тучи все ближе. Ну и перевал ближе. Скалолазанием приходится заниматься. Чуть не скажу. Бывает такое в жизни туриста. Вот так вот боком и скоро дойду. Справа не вариант, там камни сыпятся. По крупным попроще намного идти. Забираться, точнее, не идти.
перегрузок начинается. Очень важно в быстром доступе иметь дождевик. У меня прям вот на карабине висит. Просто достаточно раскрыть ползунок. Еще и оно достается. Но одной рукой неудобно. Снова снежник. А школе видно отсюда. Ну, почти поднялся. Можно сказать, отметка 2900 уже есть. Там вдалеке виднеется еще одно озерцо. Ну что я вам скажу? 2900 с лишним взошел. Культура восточная. Я взошел. Теперь вопрос, как спускаться отсюда, интересный, конечно. Виды, конечно, сногсшибательные. Вон там вот виднеется озерцо, культура юг. Вода такая, офигеть. Белоснежно. Легкий бирюза добавлен. Вот там, я так понимаю, перевал Сухорукова. Там, собственно, озеро Верхний Тигеек. Когда с перевала переходишь. Сейчас вот здесь поднимусь налегке, гляну. Там у нас снежник, ледник. Ну, это вы уже видели. Тут вот такая вот мини-пропасть. Не, в принципе, реально спуститься, но долго достаточно. И вопрос, зачем здесь спускаться, если у меня перевал Сухорукова. Лучше попробовать здесь. Сейчас гляну, поднимусь, посмотрю. Смысл мне два перевала, блин, вваливать. Так-то я хотел на этом озере побывать, Кульдара-Юг. Но, блин, 2 раза подниматься, спускаться не хочется. Снег, блин, идет. Тут прохладненько на самом деле. Вот такой вид по ту сторону хребта. Я нахожусь где-то на 300. Это у нас Верхние Тигейские озера. И здесь хрен спустишься. Тут кругом скалы. Снежник с другого ракурса. И озера с другого ракурса. Идите, колотите, вон он, Кульдара-Юг. Вот еще с другого ракурса начинается буранчик. Сейчас глянем, что там с той стороны. И надо валить здесь сюда. Да уж. Снег пошел. Чтобы вы понимали, это свежий снег. Его, в принципе, можно есть. Сильно пить хочется. А я как раз пить сильно хочу. Ну, пока потерплю. С этой стороны тоже скалы. Не вариант спускаться здесь. Ну, вроде как чистый. Холодный. Кто заказывал мороженое? Хорошая такая нора. На самом деле она достаточно глубокая. Там можно лечь при желании. Каремат постелить, камушки ровно сделать и лежать. Вариант рассмотрю, если что. Блин, мне надо туда спуститься, етичковать. Сейчас будем спускаться. Чтобы вы понимали, вот такая дымка идет. Метель. Вижу свой рюкзак. До него еще метров 150. Это если напрямик. А так еще метров 300. Ледник с другого ракурса. Камушек полетел. 6,3 здесь температура. Поднялся я около 2 часов где-то. Час 52. Сейчас будем пробовать спускаться. Нашел одно место. Рискнем. Вот здесь, в общем, реально спуститься. По чуть-чуть. И можно спуститься. Буду, если что, использовать веревку для рюкзака. Так, пока с рюкзаком спускаюсь. Неудобно, конечно, снимать. Так.
рюкзак мешает. Этот живой. Так, камеру выключаю, мне нереально спускаться. Блин, упал. Сняли бы. За палки чуть не сорвался. Потихоньку спускаюсь. Это, конечно, звездец. Ну, сняли бы. Сам выбрал этот путь. Сам виноват. Насчет палки не делайте так ломая запястье. Палку лучше не привязанно держать. Моя задача вот к этому перешейку подойти. Там дальше будет легче. Потом пройти туда и уже спускаться полегче будет. Ну и по ситуации уже. Почти спустился. Ракурс ледника с другой стороны. Вон озеро. Начался лед с камнями. Ну это уже не так сложно. Подниматься я не хочу. Я возьму вниз туда. Надо вот тут пройти, чтобы по снегу не идти. И нормально, надеюсь, пройдем. Толстый, однако, ледник. Знаете, какая толщина. Вот палка. Так, ну что, я спустился за 1:50. Было тяжко, очень тяжко. Всем, кто хочет харда, вам сюда. А другим категорически не рекомендую. Я, который люблю экстрим, сложности, я приохренел. Ну, с рюкзаком, конечно, еще тяжелее. Был бы рюкзак полегче, может быть, ощущения были бы другие. Тяжко. Ёлки, тут еще один ледник. Я, честно сказать, уже тошнит от этих ледников. Без кошек по льду ходить садомаза называется. Через час темнеет, а я еще не на озере. Перевал Кульдора левее, который восточный. Западный я прошел. Ледники тают. Там внизу снежник. Здесь, блин, капец как высоко спускаться. Огем, да. Камнепад еще. Время 8:22. Темнеет. Вышел на другой снежник. Значительно легче идти. Но, блин, скользковато, конечно. Скоро фонарь придется доставать. Километра 1,5 до озера. Но по Курумам это звездец. Они все тут свежие. Ледник тает. И все под ногами сыпется. Местами вообще кашица водяная. Измельченного вот этого песка, глины. Ужас. Дошел сегодня почти до озера. Поставил палатку на камнях. Начался дождь. Палатку только поставил, начался град. Успел, в общем. Будет сегодня дивная ночь на камнях. Думаем положить рюкзак, что ли, под спину, чтобы более комфортнее спалось, что ли. На ужин кускус с грибным бульоном. Тут пока в сумерки шел, какой-то зверь пробегал. По повадкам поведения похоже на кошачьи. Из вариантов, которые могут быть в данной местности, это рысь, либо ирбис, снежный барс. Но ввиду того, что здесь деревьев нету, скорее всего, это был барс. Прям пробежит метров 5, повернется головой, глаза светятся. И так на дистанции метров 70, наверное. Но меня напугал в плане неожиданно, глаза светятся. Я там покричал, и он ушел, короче, далеко. На этом сегодняшний день заканчивается. Увидимся завтра.
немного страшненько. Но я физически понимаю, что до меня камни не должны долететь. Я посередине долины нахожусь. Они вокруг меня падают и все. Но мысли пока не могу привыкнуть, что это типа что-то обыденное. Утро. Сегодня у нас день 10. Вчера был 9, я сбиваюсь со счета. Сегодня, на удивление, ночью температура не опускалась ниже 8 градусов, даже под утро. Сейчас 9,6 в палатке. Сейчас сначала схожу за водой. На улице пасмурно, периодически прилетает волна дождя. Но я не думаю делать дневку. Сейчас схожу, гляну озерцо, посмотрим. И там по ситуации. Экспериментировал сегодня со сном в плане лежака. Раздербанил весь рюкзак и оставил чистый рюкзак без рамы, без ничего. Положил и спал на нем, ну и вещи оставшиеся. Ну, скажу вам, теплее значительно снизу. Вот, единственный минус, не так удобно, конечно, надо все укладывать аккуратненько. К слову, я сегодня на камнях сплю. Вот, камни. Потому что вчера ночью уже, ну, не вариант было идти дальше. Опасно. Ну и погода вчера испортилась. Вы вчера все видели. Пошел за водой. Считай, километр от лагеря, пока нашел воду. Я слышу воду, но не вижу. Блин, ну вот, кран с водой готов. Можно набирать воду. Автономная система. А вы думали? Кран есть, безлимитная вода в какой-то степени. Зимой тут замерзает. Ну, бывает и высыхает, конечно. Усиливал веревкой палатку. На камень натянул. Ночью был витрина такой. Мне сорвало вот здесь колышек и просто ее сдуло нафиг. Ну, соответственно, колышки тоже усилил. Ну и все работало, как видите. Ничего не сломалось, не порвалось. Вот, планирую вот здесь вот пройти и вон туда, там перевалить. Сухоруково, если верить карте, вообще вон там. Я, находясь на Кульдоре Западной, выше даже, я на вершине был 300. Там задница, я не понимаю, как они там лазили. С рюкзаком тем более. Только с веревкой написано 1А категория. Тут минимум 1Б категория. В общем, мягко говоря, я в недоумении. Надеюсь, с той стороны будет более повага, чем здесь, когда я спускался с западного. Там за хребтом, в общем, озеро. Ну и долина Тигеек. Я думаю, у нас все получится. Температура в тени 12,4. Тут гора, блин. Вот эта гора закрывает все солнце. И в долине, в принципе, большую часть времени тут тень. Ужас. Надо валить отсюда. Примерно таким маршрутом я вчера спустился. Ну что, покидаю долину тени этой. Озеро Кульдуру-Юг. Двигаемся в том направлении, которое ранее показывал. Дороги как-то плохо делают. Не пройти, не проехать, блин. Что за люди? Растет тут одна единственная лиственница бедовага. Ну, зато свобода здесь. И почему синоптики говорят переменная облачность?
Тут переменное солнце. Выглянет на 5 секунд и зайдет. Кругом обман. Ну что, в 11:48 начинаем подъем. Поехали. Мы танцуем диско. Такой большой шатается, прикольно. Эх, шикарное место для стоянки. Но почему здесь нет воды? Я об этом месте никто не говорит. Видимо, здесь когда-то был водоем. Потому что там глубоко-глубоко. Как будто намыто. Ну и мелкая крошка каменная свидетельствует об этом. Что здесь вода была. Ну и сейчас вот по косой вот так поднимусь. Вон до того, наверное, кусочка. А там уже по ситуации. Свежая норка. Следы свежие. Вот он, Кульдора восточный. Там ледник хороший такой. Без кошек туда лучше не залазить. Хороший камнепад. Я не успел, тут звук был сначала такой мощный, как будто гром. Вот которая зеленая вершинка еще без снега. Это имени Богдана. Я на нее в 21 году залазил. Вот, а вверху вроде как Дилона. 4,70 высота. Ну и внизу Кучерлинское озеро, его здесь не видно сейчас. Вон там вон вдалеке виднеется зеленое озеро. Чуть выше там левее синее. Интересная природа происхождения. Песок сплошной практически. Кто в теме, пишите в комментариях. Очень интересно. Вон там вон становое место. Легкий перекус, сыр и батончик. Схожу в радиалку вот туда, посмотрите, что там за озеро с высока. Сюда, наверное, я не успею. Мне надо в 3:30 выходить. У меня еще 1,5 часа. К слову, я поднялся за 1:50 где-то. В 11:48 я выходил и в 11:38 я поднялся. Интересно написано. Коми. Вроде так прочитал правильно. Что бы это значило? Вот еще одно озеро. Безыменное. Красивое достаточно на фоне гор. А вон Кульдора западный, где я был. Даже не верится, что я тут спускался. Ужас. А тут другое озеро открывается. Красотища-то какая! Офигеть! Цвет даже не описать. Синего, изумрудный какой-то.
Сапфировый, во. Интересные следы. Из-за чего возникли. Интересные тут каменные фигурки на фоне озера. Вот здесь тоже интересная фигура. Вот еще тоже интересно. Как будто какая-то горгулья застыла. Видимо, все-таки это вот этот вот перевал Красный Камень. Просто тут других вроде как и нет. Почему назвали Красный Камень? Видимо, на месте узнаю. Спускаться, конечно, по такому песку халява конкретно. Немножко заносит. Видно белуху отсюда. Я на высоте 2800 где-то нахожусь. Красота. Вернулся за рюкзаком. Пошел сейчас обратно туда же. Там спуск намного легче. Смысл рисковать лишний раз. Если есть хороший спуск, ездить в хорошее место для ночевки, есть красивые виды. В общем, я потрачу лишние полчаса на подъем, зато легко спущусь. Словлю от этого кайф. Из хорошего у меня наконец солнечная панель полностью все зарядила. Тут наверху солнечная активность выше и энергия быстрее добывается. Как вам столик? Можно поставить чай, кофе. А можно что-нибудь приготовить. Поставим здесь тур.
Ставлю. Как-то так. Я так понимаю, здесь человек, если бывает, то очень редко. Следы вот только мои. И давно-давно, вон там внизу, старый один обнаружил. Ну все, сейчас начинаем спуск. В 17:21 начинаю спуск. Видимо, козел или еще кто-то спускался. Тропинка идет туда. Пока не вижу, где, блин, спуститься. Капец. Вон вроде тур стоит. Ну, по песку, в принципе, в какой-то степени халява спускаться, если грамотно скользить и если ты в сапогах. Так, у нас сейчас поворот направо. Налево, я так понимаю, уклон еще хуже. Вон следы опять звериные. Так, я сейчас чисто качусь. Оп. Ну, еще метров 300 проехаться вот так, если по прямой. И все. Я на берегу. Мою ножки. Так, ладно. Почти как на сноуборде. Едешь просто и все. Удобно. Лучше, чем на обычной сыпухе. Мелкодисперсный песок или крупнодисперсный песок. Очень даже, кстати, в данной ситуации. Снежник. Там вдалеке есть типа поляна вот такие и кедрач или сосна. Не пойму, это болото или это просто песок такой ровный. Просто идеальные поляны, я бы сказал. Мне осталось понять, где мне ночевать. Здесь где-то, там озеро сходить. Или попробовать здесь рискнуть спуститься. Я, наверное, сейчас схожу к тому озеру. Там свысока смотрел, место вроде хорошее было. Ощущение затерянного мира какого-то. Ни души, никого нету. Один я тут хожу. Непередаваемые ощущения, конечно. Рекомендую здесь побывать. Я спустился всего за 19 минут. Реально халява. А там бы еще очень долго-долго спускался бы. И матерился, и падал. Здесь, к слову, один раз упал, коленку сильно ударил. Благо у меня фиксаторы коленные, они смягчили удар. Но тем не менее болезненно. Похрамываю немножко. Блин, охренеть как красиво, а? Что-то там строилось, стена какая-то. Вот такую штуку кто-то построил. Интересно. На фоне озера. У людей явно было время построить данную стену. Круто. Там ручеёк еще, блин, красота невероятная. Необязуемо. Течет ручеёк. Озеро. Красота.
у нас солянка с птитимом, соевым мясом, перловкой, овощи тут еще, курица, оливки даже есть. Такая солянка без оливок, да? Спаешься, а тут... Давай, красотища-то какая. Озерцо синее. Рассвет уже в макушке гор освещает. И здесь облака, говорящие о том, что что-то не так будет с погодой. Эх. То чувство, когда погода непонятна. То ли, блин, дождь будет, то ли не будет. Но явно пасмурно. Я вот не знаю. Палатку уж частично собрал, теперь задумался. Блин, а если сейчас ливанет? А у меня спуск такой себе, а подъем еще хуже. 10-16 я начинаю спуск. Погода вообще не очень. О, гляньте какое небо. Прям холодно. Градусов 8-7. Сейчас спущусь к этому, к нижнему Текеекскому. Посмотрю его и двинусь в сторону перевала. Там, если погода в задницу испортится, тогда остановлюсь и будет дневка. Ну что я вам скажу, еще мухи летают. Вчерашняя, позавчерашняя. Я вчера хорошо песни попел, и Мишаня ушел. Ну, либо чуть раньше ушел. Хорошо, что я здесь не ночевал в этой долине. Я повыше ночевал. Там наверху Мишаня вообще делать нечего. А здесь есть чем поживиться. Так. Идем ближе. Мишань! Оп, оп! Гуляй давай! Скидываю рюкзак. Схожу сейчас поближе к озеру посмотреть налегке. И надо в сторону Красного Камня двигать. Я ночевал на высоте 2500 с лишним, плюс-минус там. А сейчас спустился 2214. И ощутимо прям теплее, несмотря на то, что пасмурно. Прям ощущается. Что характерно, в данной области, стороне черника не водится. И вот на Кучелинском, в принципе, редкая штука. А вот за Дорошколем тьма этой черники везде. Интересная природа.
Иду напрямик в сторону перевала. Березки мои любимые, зараза, как их люблю. На вон ту сторону. О, хоть березки поменьше сейчас. Да, перевал хороший. Камни по реке Курума напоминают мне Кучеву. Там также можно по камням далеко спуститься. Удобно очень. Все помнят игру «Пройди мимо лавы по камушкам». Примерно аналогия здесь то же самое. По камушкам надо попасть на тот берег, не провалившись в лаву. Забавное ощущение, когда ты был уже наверху, там палатку ставил, там другое озеро, а теперь ты внизу. И тебе надо снова подниматься, чтобы потом спуститься. Зачем люди ходят в горы? Чтобы подниматься и спускаться. Крупный след. Наверное, лось. Пошел туда. Вот так вот косогором поднимемся, а потом уже туда, в сторону перевала. Рискнем, время 12:38. Погода пасмурная. Если что, там пятачок есть, там можно тормознуть. Мне надо будет подняться на 460 метров над уровнем моря и спуститься примерно так же. Офигеть. Путь просто такой протяженный. Высота-то небольшая, но вы видели с высока, какой он длинный. Вид со стороны Красного Камня. И вот Курума. Сейчас прямо пройду, чтобы там не утерять высоту. И потом так подъем начнется нормально уже в сторону перевала. Вот туда мне нужно. Прохожу необычным образом по бокам. Сбоку, в общем, иду. Сейчас постепенно буду спускаться. И вот туда расщелину, чтобы потом, ну, сильно не терять высоту, подняться. Сплошные тут Курума. Че плохо, они волнами идут. Сейчас вот будет опять яма. Я думаю, то ли слева пройти, справа тоже, блин, яма. А можно, наверное, обойти слева. Справа смысла не вижу, а вот слева можно обойти. Немного осталось. Начался такой фиолетовый камень другой породы. Ну, я вижу вот такой вот подъем косой. Удобно, мне кажется, будет. Сейчас ближе посмотрим, конечно. Но пока нормально идет. Тут прям темп вырос за счет того, что там был подъем крутой и молодая руда была. А здесь в основном уже окрепшая, осевшая руда. Курумник. Здесь проще идется. Начался дождь, как в принципе ожидалось. Из позитивного здесь есть маленький водопадик. Есть где воду набрать. Имейте в виду. Ну а мы продолжаем подъем. Собственно, подъем начался здесь. Удобнее вправо уйти, вот по вот этой скалистой теме идти, чем карабкаться по Курумам. Вот, и здесь быстрее залезть можно, чем там вот по вот этой каменной мурине ползти. Тяжело дышится. Чуть-чуть осталось. Ну вот, я на перевале. Спуск, ну пойдет. Лучше, чем на Кульдоре намного. Да, виды, конечно, завораживают.
Так, мне надо спускаться, время X. Это вправо, получается, идет Калагаш. К слову, поднялся 3 часа 8 минут. Высота где-то 2800. По GPS красный камень где-то либо здесь, либо вон там. Что-то где-то у меня либо GPS неправильно карта составлена, либо я не туда еду. Одно из двух. Ну вот он вроде как по GPS. Ну сыпуха сыпухой. Ни тропинки, ничего. Попробую я, однако, там спуститься, где изначально поднялся. Там озерцо видно какое-то. Гора супер такая скалистая. Там не видно края. Ладно, спускаемся. Это самый лучший вариант, который я нашел. Просто прыгай и лети. Ладно, поехали. С камерой, блин, неудобно. Надо второй рукой страховаться. Тут главное не налететь. Ну, видите, вот скалистые штуки. Если на нее попадете, вы поскользите с более высокой скоростью. Ну и шанс есть удариться, мягко говоря. Вот, надо второй рукавой страховаться. Так я никогда не делайте. Не повторяйте. Тут появится красная табличка. Ни в коем случае не повторяйте. Так, ладно, я камеру прячу. Дождь усиливается, надо быстрее сбежать отсюда. Так, мне вон ту сторону, безопасную зону, скажем так, спустился. Остались просто курма лютый, блин, спуститься до Калагаша. Время 5:06. Я пока успеваю до темноты. Калагаша уже осень наступила. Ягода осыпается. Чуть коснись, она в ладошки падает. Ягода уже, листва желтеет. А на дворе еще нет сентября, 29 августа. Странно очень. Что это? Рано так. Ну, хоть ягоду поем. Нам вон ту сторону. Немного осталось, пару километров, грубо говоря. Теперь нам поворот направо. GPS почему-то меня хочет в гору загнать. Слева мы что, не пройдем, что ли? Сейчас гляну. Может там просто типа пропасть. С другой стороны, там зародилки есть на Голубое озеро. Я так понимаю, тут ближе, через гору. Можно вот по курмам подняться и спуститься там. Ну, пошли через гору. Густое облако бежит. По низу, главное, блин. Наверное, где озеро. Да уж. А вот движение масса. Я сейчас в облако, блин, буду заходить, капец. Весь вымокну. Облако вниз спускается, здесь поднимается резко прям. И по новой вверх. Страшно на самом деле смотреть, гляньте. Получается типа мини-торнадо. Там воздух вращается. Охренеть. Я такого уже не видел. Здесь реально торнадо какой-то. И я возле центра. Зашибись. О, Калагаш открылся. Ненадолго. Сзади еще подходит облака. Так, иди мне спускаться, пока открылось. Тут хоть турики стоят, можно по турикам ориентироваться. Палаток не вижу, походу никого нет. Звук был похожий на манок.
То ли охотники, то ли мне показалось, то ли какой-то зверь другой. Интересно. В общем, надо спускаться побыстрее и ставить палатку. Тут реально, блин, Курума, ад, вторая часть. Первая часть была, когда с того перевала спускался, западного. Ну, вы поняли. Сейчас здесь до Кавагаша добираться ужас, одни Курума. Вот, относительно свежие человеческие следы. Ну, хоть что-то. Где-то рядом человек, возможно, есть. А торнадо все продолжает накручиваться. Вот перешейк между озерами, там вроде как становое место хорошее. Сейчас дойдем до туда. Живописно тут. Можно сказать, осень уже пришла. Красота. Большой Кавагаш. Опять эта березка. Она вся мокрая. Штаны почти сухие. Блин, сейчас дойду, весь вымокну. Ой. Как мне эта березка докучает. Вы бы знали. Ну куда без нее, как без сложностей-то? Какой поход без сложностей? Все ништяк. Уже добрался, считай, уже хорошо. У меня постёк идеальная идея. Чтобы быть сухим, надо идти по воде. Скользко, правда, но зато штаны сухие. Небольшой ручей, идти можно. Не так глубоко. Зато тут березки не надо трогать ногами. Переоделся в костюм. Теперь я могу по кустам лазить спокойно, не намочу все штаны. Двигаем. Все, мне похеру эта березка. Ни в сапог ничего не залетит. Хоть воду заводи. Шутка. В воде, конечно, штаны, наверное, наберут. Но это надо тестировать. Я думаю, какой-то у них ресурс по времени будет. Потом сапоги начнут заливаться. Попробую обойти по берегу, чтобы не подниматься лишний раз. Дождик опять начал накрапывать. Вон облако повзет. Сейчас придет, будет еще дождь сильнее. Ну что, время подводить итоги. Я спустился, получается, за 39 минут с горы. Вот, а пришел где-то в 7 часов вечера. Палатку поставил уже, как видите. Сейчас готовлю есть и спать. Завтра, возможно, дневка. Буду отдыхать. Вот что бывает, когда интенсивно ходишь. Настолько полжертвы храбрых. Лучше все на камень ложить. Да, блин, зажечь не могу. А! Предыдущий не взорвалась. От камня звука больше. Теперь можно спать спокойно.